Всем привет! Это канал «По дороге домой», и это первая часть нашего большого выпуска об айтишке в Аргентине. Здесь, по дороге из дома в офис, я хочу рассказать вам небольшую историю о том, как мы с Дашей попали вообще в профессию, и немножко об истории той компании, в которой я сейчас работаю. И, кстати, да, сейчас мой путь по дороге из дома в офис будет весьма символичным, потому что он будет немного похож на то, как мы с Дашей попадали в профессию. То есть мы выходили из такой комфортной зоны, и нам пришлось тоже пройти через ряд трудностей, перестройку, которую вы сейчас можете наблюдать у меня на фоне. И в конечном итоге вы увидите, куда мы попали. Итак, немногие из вас знают о том, что у нас с Дашей раньше был свой небольшой бизнес в Беларуси. И в принципе все было хорошо. Но у нас было много друзей айтишников, с которыми мы постоянно общались, имели возможность сравнивать, что имеют они и что имеем мы. И вот что мы интересного заметили. Например, по параметру соотношения время и деньги, то есть сколько они вкладывают в работу и сколько получают от нее, зачастую они были в выигрыше. Кроме того, они имели от своих компаний хорошие плюшки и бонусы, например, офис в центре города, покрытие расходов на какие-то курсы, стоматологию, тренажерные залы и прочее. И самое важное, что мы учитывали, это перспективы роста как в зарплате, так и в своей, скажем, ценности, значимости, и при этом минимум рисков. И тогда мы с Дашей задумались, а на ту ли вообще лошадь мы поставили. К счастью, выяснилось, что изменить свою жизнь к лучшему не так уж и сложно. Даже без технического бэкграунда можно совершенно с нуля, в среднем за полгода, освоить профессию. А мы-то с Дашей думали, что для этого нужно получить специальное какое-то высшее образование в сфере программирования. А Даша вообще, к слову, дизайнер-художник. И все же решение оказалось для нас непростым по нескольким причинам. Во-первых, мы хорошо уже просто наладили свой быт, привыкли к текущей модели жизни, и было сложно что-то менять на самом деле. Но желание выйти на новый уровень оказалось сильнее, и мы решили рискнуть. И вот специально для нас наш друг провел кое-какие изыскания и выяснил, что в 2020 году, это год, когда мы начинали учиться, наиболее востребованными были специалисты в области разработки игр на Unity и разработчики приложений под iOS, то есть для телефонов iPhone и планшетов iPad. Собственно, так мы с Дашей и выбрали себе по направлению. Кстати, угадайте, кто что. Все правильно. Даша купила себе MacBook и офлайн курсы в одной из школ Минска. Так вот, если Даша купила себе курсы офлайн, то мне, во-первых, не совсем подходил такой формат ввиду привязки к жесткому графику. А во-вторых, я просто не нашел курсов с удобным для меня началом старта. Здесь я должен оговориться, что мы поспешили продать бизнес и начисто лишились дохода. И по этой причине мы посчитали, что тех запасов, точнее той финансовой подушки, которую мы умудрились сформировать, могло хватить нам не более чем на 6 месяцев. Поэтому у нас стояла задача максимально быстро запрыгнуть в профессию. Короче, мне пришлось проходить эту игру на уровне сложности Nightmare, если вы понимаете, о чем я. Я купил англоязычный курс на одной известной платформе. И что в итоге? Если Дашу учили всему с нуля, то мой курс предполагал знание основ программирования на языке C#. И поэтому мне пришлось также скачать учебник и быстренько ознакомиться с основами. Второе, если Дашу учили проверенные преподаватели, то мой курс скорее заключался в том, чтобы просто повторять действия, так сказать, учителя. По сути, он даже не утруждал себя, чтобы объяснить, почему нужно делать так или иначе. И кроме того, качество его кода, реально было на уровне джуна. Я предполагаю, что это был такой его ход для того, чтобы проще было донести материал, может быть, не знаю. Но самое главное — это результат.
Если Дашу учили составлять резюме и проходить собеседование, то у меня ничего подобного не было. И, естественно, тех знаний, которые я получил, оказалось недостаточно. По крайней мере, я так чувствовал. Но я ведь упрямый, да и жаба, знаете ли. Поэтому я утопился в море бесплатных курсов на сайте Unity. Опять же, на английском языке. А теперь смотрите. Мы с Дашей учились дни напролет. И чтобы не развестись, чередовались в присмотре за 1,5-годовалым Марком по графику 2 через 2. И что в итоге? Да, действительно, через полгода мы начали ходить по собеседованию. Но если Даше сделали оффер на первом ее собеседовании, то мне пришлось еще месяц бегать по собесам и в промежутках между ними ликвидировать пробелы, которые были выявлены в те минуты позора. О, да. Короче, ребята, если вы хотите войти в IT и рассматриваете для себя геймдев, то, резюмируя свой опыт, я скажу вам, даже имея техническое образование и хорошее знание в области линейной алгебры и физики, также у меня хороший был английский, мне было пипец как сложно завершить этот путь самостоятельно. И я признаюсь, что Даша мне даже помогала составлять резюме, потому что было сложно самому все сразу это освоить. Если у вас нет той спешки, которая была у меня, то, пожалуйста, рассмотрите для себя самый беспроигрышный, надежный и, пожалуй, что лайтовый вариант. Это курс от Skill Factory, который называется «Разработчик игр на Unity Pro». Он длится 18 месяцев, да. Но вы сможете совмещать его с основной работой. Это первое. И второе, вам там дадут знания такие, что вы будете хорошо и качественно программировать. Это раз. Вы освоите основы 3D-моделирования. Вы научитесь асинхронному программированию также. А это уже знания уровня middle. И на собеседовании, поверьте моему опыту, это вам точно зачтется. Кроме того, по завершении курса у вас будет мощное портфолио, в котором будет 7 игр, разработанных вами. И это еще один весомый аргумент в вашу пользу. При этом уже, наверное, не вы должны будете искать работу, а работа искать вас. Потому что такие специалисты реально ценятся, которые могут сами сделать все с нуля. От самого начала, от идеи, от прототипа до релиза. Кроме того, я хотел сказать, что этот курс реально подойдет как совсем новичкам, то есть людям вообще без какого-либо опыта в программировании, без знаний той же линейной алгебры и прочего, так и людям, которые уже работают в профессии, но хотели бы сменить свой род деятельности. Например, если вы тестировщик или художник, то это вам тоже подойдет. А почему я рекомендую вам именно этот курс? Это потому, что, во-первых, у ребят очень хорошая репутация. Я думаю, вы сами не раз слышали о Skill Factory. Во-вторых, у них реально толковые специалисты. И у них есть свой карьерный центр, который поможет вам сформулировать карьерную цель и выработать шаги для ее достижения. Ну и, наверное, самый весомый аргумент – это то, что в договоре Skill Factory прописано, что если вы не найдете работу после обучения, школа вернет вам деньги. По-моему, это очень серьезно. Ну и вишенка на торте. Нам удалось договориться с ребятами о скидке в 45% для подписчиков нашего канала. Для того, чтобы ее получить, нужно пройти по ссылке в описании к этому видео и зарегистрироваться на этот курс, введя промокод «Домой». Если вы действительно хотите изменить свою жизнь к лучшему, вперед к действиям. Ну и продолжая историю нашего с Дашей трудоустройства, я скажу, что первая компания, куда мне удалось устроиться, это был разработчик. Без глушителя ездят ребята. Короче, это был разработчик мобильных игр жанра Hyper Casual. То есть это игры бесплатного доступа, в которых много рекламы. Я думаю, вы их видели. Там довольно интересные игровые механики. Прототип разрабатывается в среднем от недели до 2. Ну, это детали. Смысл в том, что пока я там работал, я не терял надежды найти себе другую работу, потому что все-таки хотелось попасть в крупную компанию, потому что в начале своего пути ты чувствуешь себя какой-то маленькой песчинкой, и тебе хочется примкнуть к чему-то прямо большому. И в процессе поиска работы, это был апрель 2021 года,
я обнаружил на сайте LinkedIn только что появившуюся вакансию разработчика игр как раз таки на Unity со знанием C#. И это была вакансия от компании международной по имени Globant. Вообще это аргентинский единорог, который был основан здесь, в Аргентине, в 2003 году. История компании тоже довольно интересная. Ее основали 3 друга, студента, которые закончили университет и начали работать на аутсорс сразу же. То есть делать проекты для кого-то на заказ. И в 2006 году у них появился такой крупный заказчик, как Google, с которым они сотрудничают по сей день. Так вот, когда я прочитал описание вакансии и описание самой компании, я понял, что вот это работа моей мечты. И откликнувшись на нее, я ждал, наверное, 2 или 2,5 месяца, пока у них начался процесс набора. Со мной связались, я прошел интервью довольно-таки успешно, потому что к тому моменту я уже умудрился наработать какой-то опыт. Все мои пробелы были, в принципе, ликвидированы. Ну и выглядел я уже, наверное, как тертый калач. Короче, я получил свой заветный оффер и должен признаться, что цифра в нем, наверное, в 2 или 2,5 раза превышала среднюю зарплату специалистов уровня junior. Вот так. Так я стал работать в компании Globant в ее минском офисе. И первый же проект, который мне попался, это был проект для компании. Не буду больше разглашать никаких подробностей, но скажу, что когда у тебя в портфолио появляются такие проекты, как, например, вот мой первый, затем в начале 2022 года, после всем известных событий, компания предложила мне и многим другим сотрудникам релоцироваться в Аргентину, где довольно-таки спокойно. И здесь я уже поменял свой проект на другую, небезызвестную компанию EA Games. И работал я на проекте NHL 23, то есть хоккей. Сейчас я работаю на очередном проекте для компании Warner Brothers. Никаких деталей разглашать не могу, к сожалению. Но скажу, что я, в принципе, доволен текущим своим положением. Может быть, не совсем устраивает меня зарплата, потому что Аргентина – это не богатая страна, и уровни зарплат… Кстати, я оставлю ссылку на табличку с зарплатами в IT-сфере в описании. Так вот, уровни зарплат здесь пониже. И те ребята, которые сюда со мной прилетели одновременно, но которые были по уровню выше, то есть сеньоры, мидлы и так далее, им была предложена зарплата, ну, наверное, в 2 или 2,5 раза ниже, чем они имели в Беларуси. А мне удалось сохранить свою примерно на том же уровне, при том, что я тогда был Junior Advanced, и, ну, я, наверное, немножко потерял. Единственный нюанс, что я уже здесь получил, так сказать, level up, и при этом я не почувствовал прибавки у себя в кармане, потому что зарплата брутто выросла, то есть до исчисления налогов. Но здесь есть прогрессивная шкала, и поэтому вот это все увеличение, по сути, съел налог. Поэтому я жду следующего повышения. Ну а мы с вами, между тем, уже и пришли к зданию офиса. Вот оно. Сейчас проведем вам небольшую экскурсию и покажем, где нам приходится или доводится работать. Оля, buen día. Здесь, кстати, есть такой open space, типа коуворкинга, куда можно прийти бесплатно. Здесь есть розетки, чтобы подключиться, и можно смело поработать. Мы сейчас поднимемся к себе. Такая система пропуска. Поднимемся к себе на 4-й этаж и начнем наш рабочий день. Итак, давайте быстренько проведу экскурсию по этажу, на котором я работаю. Весь 4-й этаж предназначен только для геймдева. Вот это большая конференц-комната. Это лестница между этажами. Оля, ¿qué tal? Здесь у нас небольшой уголок приема пищи.
но здесь он довольно скудный на этом этаже, потому что здесь практически никто не работает. Есть вот отдельно студия, закрытая одной из компаний, то есть отдельный проект находится в отдельной такой студии, чтобы не было видно, что происходит на экранах. Здесь еще одна такая студия, здесь я работал недавно. Кабинки для хранения вещей, точка налива воды. И вот какой с этой стороны открывается у нас вид на город. Оттуда мы как раз таки пришли. Здесь есть такие небольшие переговорки. Возможно, я перемещусь сюда попозже, потому что будет удобно вот так вот работать и смотреть на город. И при этом ты будешь один в закрытом помещении. А сейчас я нахожусь один в большом open space, потому что я единственный работник на своем проекте, который работает из этого города. И для меня, естественно, никто не станет выделять отдельное помещение, поэтому я могу, в принципе, занять какое-то из пустующих переговорных. Вот. А пока покажу вам, где я работаю сейчас. Здесь тоже довольно симпатично. Мне самое главное требование было выдвинуто, чтобы мои экраны никто не видел. Поэтому вот такое место я выбрал. Экраны повернуты в сторону окна. А вот такой открывается вид. Сейчас я сниму линзу широкого. Оп. Попробуем приблизить. То есть, когда ты поворачиваешься в сторону, чтобы дать глазам отдохнуть, можно хорошо вдохновиться таким видом. Здесь у меня небольшой спортивный уголок, хотя на 5-м этаже есть спортзал. Или нет, на 6-м даже. Покажу вам чуть попозже. Здесь есть терраса, куда можно выйти, либо подышать свежим воздухом, либо отравить его, если вы курильщик. Вот для курильщиков есть урна. Ну и стройка, которая тоже настраивает на какой-то позитив. Что-то строится, что-то налаживается. Решил показать вам одну маленькую приколюшку. Пока мой друг крылатый следовал за мной старательно, немножко навернулся. Самое важное... И немного пострадал, но на удивление он взлетел снова. Он прочирил по земле, что-то там задев, но потом все равно взлетел, поднялся на какую-то, видимо, безопасную высоту и завис там в ожидании моих команд. Сейчас мы друга нашего подлечим. Ну вот. Так что вот, малыш. Не падай. Ну что, поскольку я уже успел затронуть тему зарплат в Аргентине, предлагаю разобраться со всеми плюсами и минусами работы в IT-индустрии в этой стране. И да, зарплата это, пожалуй, и есть единственный и самый большой минус. Причем здесь надо рассматривать также и высокие налоги. То есть в общей сложности получается около 32%. Туда входит пенсионное отчисление, социальное страхование, сам подоходный налог. И все это вместе набегает вот на 32%. Получается, что зарплаты здесь ниже в среднем в 2 или 2,5 раза, чем, например, в Европе. Но давайте попробуем рассматривать этот минус не в отрыве от реальности, да, а попробуем посмотреть на эту ситуацию в совокупности. В Европе и жизнь дороже. Например, ежемесячные траты у вас здесь, в Аргентине, будут как минимум в 1,5, а то и 2, и даже больше раз меньше, чем в Европе. Потому что здесь очень дешевый сервис, дешевая еда, дешевая аренда недвижимости, относительно недорогой даже автотранспорт. То есть здесь много заводов, производятся автомобили разных марок, и в принципе можно купить новый автомобиль за хорошие деньги. Ну и бэушные в принципе тоже сопоставимо с Европой, я бы сказал. То есть это уже с большего уравновешивает.
Но можно еще сюда попробовать добавить среди минусов язык. Здесь вам, конечно, понадобится испанский, а точнее его местная разновидность, местный диалект под названием кастижано. На нем говорит вся Латинская Америка, и я должен сказать, что мне освоение языка далось за полгода. При этом я, конечно же, и эту игру стал проходить на режиме Nightmare. То есть, когда я перевелся на новый проект, вся команда была у меня испаноязычная, и с заказчиком на английском языке мы говорили довольно редко, но все взаимодействия внутри команды проходили на испанском. И я чувствовал себя немножко некомфортно, когда ради меня одного вся команда предлагала переключаться на английский, потому что я понимал, что это не их родной язык, и им довольно трудно на нем разговаривать. Поэтому я сам себе поставил такие условия, всегда с ними стараться говорить на испанском. Я его изучал по приложению Duolingo, и вот это у меня была такая практика. И таким образом, да, было сложно, но буквально за полгода я довел язык до того уровня, когда я смог просто без помощи переводчика уже изъясняться на улице в любых бытовых ситуациях. В общем, я не стал бы относить это к минусам. А теперь давайте посмотрим и на другую сторону медали. Здесь даже при низком уровне зарплат работник социально очень сильно защищен, а именно здесь очень сильно работают профсоюзы. Поэтому, если вас кто-то захочет уволить без вашего желания, это будет очень непросто сделать. И даже в таком случае им придется вам выплатить очень много различных компенсаций. Кроме того, в Аргентине культура взаимоотношений такова, что здесь очень ценится личность, личное пространство человека. Помимо вот таких телефонных будок, якобы, это на самом деле просто такая микропереговорка, где можно уединиться, чтобы никому не мешать во время созвона, если ты громко разговариваешь. Здесь хорошая звукоизоляция. Так вот, помимо таких телефонных будок и переговорок, которые можно найти здесь, вот еще есть комнатка Be Kind. Имеется в виду Be Kind to Yourself, то есть будь добр к себе. Это такой типа релакс-рум. Тут можно присесть и понаслаждаться созерцанием себя любимого или любимой. Но при всем этом аргентинцы очень открытые, очень эмпатичные и теплые люди. Поэтому, работая в аргентинском коллективе, вы будете чувствовать себя максимально комфортно. Вам предложат помощь, если у вас есть какие-то проблемы. Здесь все улыбаются, здесь все при встрече целуются, спрашивают, как дела. И если вы скажете, что у вас дела не очень хорошо, то человек углубится в вашу проблему, он попытается вам помочь. Ну, не надо этим пользоваться, конечно, но просто это я говорю о том, что здесь эта культура общения, она очень приятная для нас, для людей из Восточной Европы, которые привыкли к каким-то более холодным отношениям, что ли, между людьми. Ну и сюда, конечно, следовало бы отнести и аргентинский стиль работы. То есть все вы знаете слово «маньяна», еще пора бы выучить слово «транкило», это переводится «спокойно». Слово «сиеста», я думаю, вы тоже его знаете. То есть аргентинцы реально очень спокойные люди, и в отношении к работе особенно. То есть у них очень хороший work-life balance, и это не значит, что когда вы приходите на работу, вы должны здесь отпахать от звонка до звонка. Здесь считается нормальным и рассматривается как что-то естественное. Допустим, во время работы сходить в тренажерку, потом в душ, потом попить кофе с коллегами, обсудить какие-то личные даже бытовые вопросы, не относящиеся к работе. Потому что без этого и работать вы не сможете так продуктивно. Вот. Остальные этажи в принципе похожи. С той лишь разницей, что они могут быть чуть более населены людьми. Но есть один, который точно заслуживает вашего внимания. Это 6-й этаж, он самый верхний в этом здании. И сейчас я покажу вам, что здесь есть.
Весь этаж это чиллаут зона. Пойдем по правилу правой руки, то есть будем обходить все направо. Вот, пожалуйста, что здесь у нас есть? Спорт, уголок. Пул. Оля, Констас. Консольные игры. Игровой автомат. Вот вид на центр города. Здесь могут проходить тоже разного рода мероприятия. Здесь такая большая кухня. Сейчас будет интересно. Ну, здесь туалеты. Кстати, да, туалеты я вам не показывал. По туалету ведь тоже можно что-то оценить. Ну, здесь он, кстати, небольшой на этом этаже. На моем побольше. Довольно чисто, аккуратно. Смотрите, вот еще комната Be Kind. Здесь делают массаж. То есть производится запись заранее. И по записи специальный мастер здесь принимает. Это, посмотрите, что написано. Music Room. Давайте заглянем. Ребята здесь лобают нормально так. Есть даже у них уже сколоченный группешник. И это еще не все. Здесь такой большой кофе-поинт. Но пройдем обратно на ту сторону. Покажем вам вот здесь находится спортзал, где целый рабочий день. Hola, ¿cómo estás? Sí. Здесь постоянно находится тренер, доступный вам на протяжении всего рабочего дня. Есть различные тренажеры, и вы можете уделить минутку внимания своему здоровью. Вот так. Напротив спортзала сразу же есть душ для мальчиков и для девочек. Это такая барбекю-зона. Сейчас прекрасная погода, несмотря на то, что зима. И здесь очень часто проводятся обеды, ужины, различные after-party, много чего еще. Короче, работать здесь комфортно. Вот так выглядит осада. Este es vacío, ¿sí? Sí, este es vacío. ¿Qué te está haciendo? Ajá. Y este es matambre, ¿no? Sí, matambre de cerdo. Matambre de cerdo. Es como delicatessen acá. Like a dessert or No, no? dessert no. Manjar. Manjar. No lo usamos mucho, pero manjar Ajá. sería la palabra. Okay. Ah, Cebolla. cebollas, onions. Perfecto. Smells wonderful. Perfume. Perfume? Perfume es el Like to smell. perfume. Ah. Olor es el salado de la Ajá. salada. Pero cuando es tan rico es un perfume.
Ну и давайте еще парочку плюсов в копилку Аргентины. Из очевидного это, конечно, тайм-зона. То есть не так далеко от США по времени, от 2 до 4 часов, в зависимости от штата. То есть на предыдущем проекте мы работали с Канадой, и разница была 4 часа. Это значит, что при таких условиях здесь вам проще найти удобного заказчика, если вы работаете на аутсорсе, ну или на фрилансе. Компании, которые находятся здесь, это уже следующий плюс, кстати, могут получать более интересные проекты от заказчиков из Соединенных Штатов. То есть им, конечно же, интересно, чтобы подрядчик работал в похожем временном поясе, потому что это удобнее всегда и коммуницировать, первое. И второе, это то, что здесь реально ниже зарплаты, как я уже упоминал, и поэтому такой подрядчик, конечно, предпочтитель. Поэтому второй плюс, еще раз его резюмирую, здесь гораздо больше шанс получить хороший, интересный проект на какую-то большую компанию. Здесь очень много даже небольших аргентинских компаний, которые работают на больших-больших заказчиков типа Netflix. Ну и вообще в США вы сами знаете, сколько много технологических гигантов и различных прочих. И это значит, что такими проектами вы можете очень сильно увеличить привлекательность своего портфолио. И по сути, ну, это, наверное, стоит того, чтобы пожить здесь какое-то время, прокачаться, какие-то получить новые скиллы, чтобы стать более привлекательным для дальнейшего пути. А дальше, как я уже общался с ребятами, живущими здесь, они очень многие видят как раз-таки в Аргентине хороший трамплин в ту же Кремниевую долину, например. Кстати, я хочу от души поздравить своих коллег Сашу Кулева и Кирилла Говзича, а также всю их команду и вообще всю компанию Globant с выпуском прекрасной игры Hogwarts Legacy и попаданием в титры. Молодцы, ребята. Ну что, сейчас еще пару слов, и потом будет реквием по дрону, которого я все-таки угробил. Ну и резюмируя все сказанное, я должен признаться, что ни разу так и не пожалел о том, что сменил профессию и прошел через эти трудности для того, чтобы попасть в IT-индустрию. Так что, ребята, если вы сомневаетесь, не нужно ничего бояться. Здесь нет никакого жесткого фильтра. То есть вы точно найдете себе применение в этой профессии, потому что есть очень много подпрофессий, очень много различных направлений. Главное не бояться, а начинать и делать. Учиться – это никогда не поздно, и это никогда не трудно, если вы правильно настроены. Желаю вам всем удачи. Большое спасибо, что посмотрели этот выпуск. Следующий выпуск про айтишку тоже обещает быть интересным. Так что, если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк, подписывайтесь. Обязательно оставляйте комментарии, если у вас есть какие-то вопросы или пожелания. И мы будем рады видеть вас в следующем выпуске. До новых встреч. Пока. Thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear, that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling